Хочется уже детей забрать в квартиру, где будут хорошие условия для жизни. Бардак в квартире? Чистые, дети ухоженные. Ну, в квартире надо делать ремонт. Есть клопы. Все хорошо. А лучше всех у тараканов и у клопов. У них прекрасная 4-комнатная квартира. Соседи развели элитных тараканов. Потом же от соседей они идут. Лазят вечно по помойкам. Я всегда их окликиваю. У нас там есть люк возле дома. Я постоянно их оттуда вынимаю. Матом ругаются. Да это бред! Зачем врать, я не понимаю. Когда дети будут переданы в детдом, тогда всех жильцов можно будет выселить. А все это время пили. У меня очень был сильный стресс. Вы употребляли. Я ж не сидела на какой-то наркоте какое-то время. все равно ты употребляла. У вас есть муж? Да, сожитель. Ну, давайте у Валерия спросим, чем он хочет помочь и чем уже помогает. Валерий, идите к нам. Добрый день. 5 несовершеннолетних детей были изъяты из квартиры, пока их мать, по ее же собственным словам, ушла гулять на неделю. Нагулялась, одумалась и решила, что надо детей срочно вернуть домой. До следующей недели, как я понимаю. Ну, пока ей опять гулять не захочется. Ну да. Сегодня в нашей студии Анастасия Юсова из города Волосово Ленинградской области. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Вы обратились к нам на программу с просьбой помочь вашей сестре. Что случилось? Прошу у вас помощи, чтобы вы помогли моей сестре. У нее 5 детей. Опека забрали детей, то есть, получается, в клинику. Вот. И, то есть, хотят лишить ее родительских прав. Так, вот. а почему забрали детей-то? Что случилось? Получается, когда детей забрала опека, ее не было дома. Так, а Вот. где она была? Она уезжала на тот момент в магазин, вот, но как получилось, что она, как сказать, пошла погуляла, вот. А дети-то с кем были? А дети были на тот момент с моим папой, Ага. то есть, получается, с дедушкой, вот. И Ну, в принципе, ничего страшного. Дедушка сидит с детьми. Какие были условия проживания детей? условий там, можно сказать, не было никаких, потому что надо было, квартиру там делать ремонт, там тараканы, Ваша сестра пьет? выпивают. Так. Бардак в квартире? Нет. Чисто там чисто дома, да. Чисто, и дети ухоженные. В квартире надо делать ремонт. Чья квартира-то? Квартира государственная. Они Муниципальная. Да, не приватизировали. То есть мама умерла, и все начало рухнуть, получается. А кто ответственный квартиросъемщик в квартире? Ее сестра, получается, родная. Чья сестра? Анина. Аня – это мама детей. Да, это мама детей. Аня – моя двоюродная сестра. Двоюродная да. сестра. А Аня к этой квартире какое отношение имеет? Они там хотя бы прописаны? Они, да, конечно. Большая квартира? 4-комнатная. Давайте посмотрим, как Аня живет и какая это квартира. Вот это наша квартира, 4-комнатная. Это мой муж Сергей. Кухню мы выкинули. Чтобы уже делать давно, ремонт начать? Да. Потому что у нас вот эти тараканы. Травить. Самая будет часть вот здесь на кухне. Это сейчас комната моя. Что у меня в комнате? У меня здесь в комнате ничего нет, кроме матраса. Матрас, холодильник и комод. Да, хотелось бы помощь с ремонтом получить, потому что мы сами не справимся. Хотелось бы вообще от государства получить помощь какую-то. В этой комнате, мы все повыкидывали, я даже не знаю, что показать даже. К нам приходит проверка с ПДН, например, вот до этих обоев у меня было просто покрашено. Я так обновила, а им это не понравилось. Сказали, это не ремонт. Вот ванна. Конечно, хочется уже детей забрать в квартиру, где будут хорошие условия для жизни, хороший ремонт, не прям там хороший прям. А сейчас все не так, как есть. Смотрю, вспоминаю, где они маленькие, это старший, это два старших сына у меня. И сразу слезы, естественно. Вот эта комната, сейчас я ее хочу сделать полностью для наших 2 детей. Вот это мой брат Егор, младший, живет со мной сейчас. А когда их забрали, у меня шок случился.
Хочу, чтобы они вернулись. Вот мы решили сделать пирожки. Завтра поедем к детям. Вот их нелюбимые сосиски в тесте с капустой, с яйцом, с картошкой. Обычно мы так с мелкими сидим. Они меня сидят так вокруг за этим столом. И давай маме лепить пирожки. Я устала плакать. Постоянно плачу. Хочу уже все быстрее забрать своих детей. Начать новую жизнь. Никуда их больше не отпускать от себя. Я уже хочу к ним. Я хочу такой же просто обнять и поцеловать. У вас есть, сестры, серьезные проблемы с алкоголем, как вы считаете? Нет, не Нет. серьезные. Ну, конечно, нет. Но она же всего неделю гуляет, а могла бы месяц. Она действительно хорошая мама, но она одна. Слушай, давайте она... хорошую маму позовем в студию и Она- спросим у нее, что она-то думает. Идите сюда, хорошая мама Анна. Здравствуйте. Рассказывайте, что вам сказали в органах опеки после того, как детей у вас забрали? Что вы должны сделать, чтобы их вернуть? Мне органы опеки сказали, чтобы я привела квартиру в свой порядок, Так, устроилась на работу и привезла им справку от нарколога. так, что уже сделано? Ничего не сделано. Почему? Ничего не сделано, Почему? потому что... Потому у меня что нет вы хорошая мама. Давайте по пунктам. Значит, квартиру вы начали приводить в порядок с того, что выкинули оттуда весь хлам, который там стоял, правильно? Да. Что с работой? Почему нет работы? С работы, на работу я устраивалась неоднократно. Я как прихожу на работу устраиваться, они узнают, что у меня 5 детей, что у меня такая ситуация сейчас, и их это не устраивает. Понятно. Постоянно Так, а больничный. муж ваш почему не работает? Муж мой сейчас работает в данный момент, конечно. Сколько он зарабатывает, где он А работает? я не знаю, сколько он зарабатывает. Вы не знаете, сколько ваш муж Но зарабатывает? он мне не говорит, сколько он не Он зарабатывает. не говорит. А теперь что насчет нарколога? Насчет нарколога, я еще не прошла нарколога. А как Но я это? А собираюсь вот что значит проходить. пройти нарколога? Объясните Это мне, пройти пожалуйста. нарколога, мне нужна справка, что я не пью, не употребляю наркотики. Я А нарколог. вы не пьете, не употребляете? Сейчас я ничего не пью. Не Нет, употребляю. подождите. Сергей отец детей? Да, это... То есть вы полагаете, что если даже вы доберетесь до нарколога где-нибудь в Гатчине или в Санкт-Петербурге, и, о чудо, случится, вам дадут справку, то вам детей отдадут? Нет, почему? Мне Если сразу- он будет бухать, как бухал. Нет, я хочу подать с ним на развод. Давайте посмотрим на экран, а потом вы нам прокомментируете, когда вы искренне говорите. Там или здесь? Ничего они не говорили. Они сказали, делай так-то, так-то, устройся на работу официально, пройди нарколога и квартиру приведи в порядок. Это все, что они мне говорят. А мы, говорю, решили с мужем не расставаться, и я официально вам работу могу и не предоставлять. У меня официально работает муж. Они сразу такие замкнулись, они по закону, как бы, мне можно и не искать работу. Долги, да, у нас около миллиона долг здесь. Какой-то долг выплачиваю, это мне очень помогает. В этом месяце уже отчим опять заплатил какую-то сумму. В следующем я заплачу. Ну, не я, муж. Ну, как бы, ну да, детские-то я сейчас не получаю. Нужно их продлить. А чтобы их продлить, мне нужно как бы официальный заработок. Что-то у вас нет планов ни на работу устраиваться, ни с мужем разводиться. Вы скажите мне, пожалуйста, вот детей забрали в августе. Как часто вы их навещаете-то? Я была тут вчера у детей. С нами? А до Всегда, этого? да, с вами мне С повезли. нами. А до повезли этого? вы, от вашей А до программы. этого? До этого я не могла туда приехать. Почему? Не было возможности. у меня. Какой по возможности деньгам у у вас меня не не было возможности. Сколько стоит проезд туда? Проезд, если на машине ехать, ну... я не 211 А если не километров. на машине? 211 Если даже не на километров. машине, это ехать пересадками, ну там около 4000 дорога стоит. Ну плюс помимо этого я ж не могу с пустыми руками приехать. Ну к так детям. пойдите, помойте полы, заработайте 4000 и съездите к детям. Вы же палец о палец не ударили, чтобы до них доехать. Давайте посмотрим на один визит ваш в этот, вместе с нами. За наш счет. За наш счет. наш счет. А ученые что любим в школу? Купили. Нет. И тебе купили. На тапке. Извини. Там не... Гулять ходите, да? Будешь играть? Давай, сын.
Вот если бы вы сегодня не приехали, конечно, вам было бы не на руку, но мы поехали к вам туда. Проблем много решить. Иди обращаться. Иди. Скажи, мы сильно их любим, понял? До связи. Это кто вам сказал, что проблем много решить нужно? Это сказала заведующая этим центром. Понятно. А какие проблемы? Проблемы у меня у старшего сына с поведением, обучением в школе. Вот. И нам нужно было пройти психиатра, чтобы он назначил нам полегче программу и таблетки. Мои близкие любят пирог с джемом Махеев. Это действительно очень вкусно. Джем Махеев 100% натуральный. У вас ребенок лежал в психиатрической клинике? Лежал он в ладейном поле. Какой диагноз ему поставили? У него там нервное расстройство. Прекрасная мать. Вы даже не знаете Почему? диагноз своего Я ребенка? знаю, я не помню просто. Ну Это как было вы уже можете не когда? помнить диагноз своего ребенка? Там Если не бы так вы пишут. занимались болезнью Я же- своего ребенка, вы бы не могли этого не помнить. А с ним было уже все хорошо. У него просто были вот эти выхлопы агрессии. У вас все хорошо. У вашего мужа все хорошо. А лучше всех у тараканов и у клопов. У Да, них вы прекрасная знаете, что четырехкомнатная квартира. Мы уже посмотрели на вашу квартиру, но к нашему приезду, разумеется, вы что-то там сделали. А давайте посмотрим, в каком состоянии находилась квартира, когда детей изымали. Вот так жили ваши дети, верно? Вы ни хрена не делаете. Нет. Вы не работаете. И вам трудно в доме убраться? У меня до этого так не было. У меня были и кровати были, и шкафы были. Да, были и кровати, стол был, и у меня шкафы всё были, было. когда опека Мы это все забирала. выкинули. И кухня, и все. У вас долг по коммуналке какой? Около 1 миллиона. А почему вы не платили за коммунальные? У меня там вообще жила всегда мама. Мама, сестра там не жила. Вот. А мы то жили там, то не жили. Вот. И как бы мама тоже не так постоянно платила за квартиру, потому что долги уже очень много-много лет. Мама умерла когда? Мама умерла в феврале месяце. Пань, можно ли действительно выселять нерадивых жильцов, если там прописаны несовершеннолетние дети? Пока дети находятся в реабилитационном центре и не переданы в детдом, нет, нельзя. Выселить можно только в том случае, когда будет лишение родительских прав, когда дети будут переданы в детдом, прописаны, соответственно, там же, тогда всех совершеннолетних жильцов, ну, включая там Анну, брата, там, кто там еще прописан, тетю, можно будет выселить, поскольку они не выполняют свои обязанности по содержанию жилища и не платят коммунальные платежи, да, там огромный долг. Дело в том, что мы, конечно, пошли в муниципалитет, в администрацию, поскольку как собственники они тоже отвечают за состояние квартиры. Ну вот, давайте посмотрим, что нам сказали в администрации. Договор социального найма заключался в 2012 году на Чернову Светлану Станиславовну, которая является мамой Поткиной Анне. Квартира была обеспечена сантехникой, поклеены обои, то есть она соответствовала всем требованиям. Выходили с опекой. Данная квартира, то есть соответствовала нормам. Мы открывали холодильник, смотрели еду. Еда была в холодильнике. То есть в квартире было чисто. Тараканов мы не видели. Но вы знаете, что жалобы от соседей поступали неоднократно. Именно к нам в администрацию жалобы от соседей не поступали. Наш жилищный фонд обслуживает 3 организации. Тепловые сети, управляющая компания и ООО «Экосервис». Перед данными организациями долг по этой квартире порядка 1 миллиона рублей. Но вы с ней как-то разговаривали на эту тему? Нет, нет. Но если человек не работает, что она сделает? И что мы с ним сделаем? Мы придем, ай-яй-яй, нельзя так себя вести или что-то еще? Там хоть говори, не говори. Выселение данной семьи невозможно в связи с тем, что там прописаны несовершеннолетние дети. Их там 7 человек. Это действие нужно производить по суду. Не знаю даже, что сказать вам, честно говоря. Она нас в последнее время избегала. Анна. А ей самой-то каково? У нее 5 детей забрали, а она там занимается, опять социальный образ жизни ведет. Она его не прекратила вести, вы понимаете? И когда детей забирали, я там была. Я видела детей в скорой помощи. Я говорю, они рады были, что их забрали.
почему вот с августа месяца, с момента, когда забрали детей, вы не сделали ничего? Вот просто ответьте мне, почему? Когда забрали детей, мне, правда, стало очень тяжело. И что? Я сорвалась. Да. Когда прекратили-то пить, по-честному? По-честному, недели-две назад. Я хочу привести свою квартиру в порядок. Так. Хочу развестись, устроиться на работу. Ну вот вы 2 дня назад, когда с нашим корреспондентом общались... Я думала, что я хочу еще быть... Не то, что я хочу быть с мужем. Я думала, что он изменился. Потому что он приехал, такой вроде бы... что-то купил детям, что-то хотел купить для ремонта. А в итоге ничего не поменялось. В этом мы тоже убедились. Подумали, что если он съездит в реабилитационный центр к детям, увидит детей, что-то в нем изменится. Что-то в нем точно изменилось. Но в другую сторону. Давайте посмотрим. Сергей, вы здесь остаетесь или с нами в аэропорт? Я еду до города с вами и пересаживаюсь в метро. До какого метро? Мы в аэропорт едем. Нужно было поехать на программу. Я не поеду на программу, тебе еще раз повторяю, 3, 4, 5 раз. Денег не дай с собой? Я забыла снять деньги, понимаешь? Нет. Там будет очень много ситуаций, которых я не выдержу. Там будет скандал, потому что я буду говорить те вещи, за которые будут меня спрашивать еще больше. То, что было, когда меня не было там дома. А что там было? Я не знаю, что там было, я не знаю больше никаких, что там было. Зачем это надо? Вот зачем? Хочу больше ничего исправлять. Я очень много пережил ради детей. И многое что терпел. А если детей вам не вернут? Их заберут в приемные семьи. Вы даже знать не будете, где они. Я знаю. Как вам после этого будет? Вот от этого страуса вы рожали детей, правильно я понимаю? Да. Можно я вам вопрос задам, который мы всем многодетным задаем на этой программе? А где ваш материнский капитал, вернее, капитал, и, судя по всему? У меня материнского капитала сейчас нету. А где он? Еще, в 2015 году, получается, я ходила 3-м ребенком беременная. Вот, я жила также у мамы. Вот. Муж у меня тогда не работал на тот момент. Вот. И мне предложила знакомая обнулить его. Мне тогда тоже нужны были деньги. Надо было за квартиру что-то отдать, да и кушать что-то надо было. Вот. И она помогла мне его обнулить. Но с этого капитала я получила около 200 тысяч. Остальное забрали те люди, которые помогали. А вы понимаете, что это уголовное преступление? Не понимаете? Вы же во всем со своей сестрой вините соседей, верно? Я не виню соседей. Ну как? Почему? Ну это соседи развели... Я себя тоже считаю виноватой. Соседи развели элитных тараканов. Они научили их ползти именно в вашу квартиру. Во всем соседи виноваты. Я не говорю, что соседи две ваши виноваты. соседки, Светлана Я Михайлова и Алена Петрова, да, сегодня в нашей студии. Давайте их позовем. Здравствуйте. Ну зачем же вы им жизнь портите, а? А это эти соседи. Я не говорю, что мне соседи жизнь портят. Соседи тебе жизнь портят? Я говорила, что мне соседи Может, жизнь портят. Да. Я приехала сюда для того, чтобы детей тебе ни в коем случае не вернули. Почему? Они в детском доме Почему? будет Им намного там лучше, у да, них да. условия лучше. Правда, Да, Я сама с 2 лет живу в ты детском постоянно доме. пьешь, тебя никогда жила. нет дома. А вы Нет, давайте, нет, девчонки, никогда, чтобы наверное, не нет устраивать дома. базар, сядете и нам по очереди Смотрите, если бы расскажете. все бы соседи бы начали бы травить бы тараканов бы и клопов. там все соседи Не нормальные, Настя. Подожди, не надо мне рассказывать. Я сама лично Ане помогала, травила. Я сама знаю, лично я платила, знаю, чтобы как она- приезжали туда. И то какой, их там не было. Неделю, 2, потом же от соседей они идут. От Вы каких? что вот здесь? От каких? С пустой квартиры? В смысле? Там пустая квартира, так заплатите за Так в тогда таком квартиру, количестве, чтобы ты там не видела, это. что в квартире? Я сейчас увидела, я офигела Вы понимаете, просто. ее запустили, потому что соседи. Кто запустил? Понимаете, кто? Ну не мы же, не мы их кормим же Ну, она сами. же там жила. Мои окна выходят на площадку. Регулярно вижу детей. С самого утра они всегда гуляют одни. Она бывает там в окно, нет-нет, да, кликнет их. Они всегда одни. Лазят вечно по помойкам. Я всегда их окликиваю. У нас там есть люк возле дома. Я постоянно их оттуда вынимаю, ругаюсь. Это бред. Скажите мне, пожалуйста, кто в этот раз, когда детей забрали, вызвал опеку? Вы знаете? Самое стрёмное. Вы не вызывали? Помогаешь этим людям. Так, вы сейчас Я помолчите вообще или узнала нет? через 2 дня, тоже думаю, что-то детей не видно. Соседка сказала, Александра, вот ее же подруга, сказала, что их изъяли.
А вообще надолго обалдела. она их оставляла дома одних? На тот момент, короче, я покупала одному из ее детей мороженое, он поохранял у меня пакеты у магазина, они просто там открывают двери иногда, и, ну, чтобы им купили что-то вкусненькое. Саша, ему я покупала мороженое. И я говорю, а где мама? Он говорит, уехала за продуктами. Я говорю, давно? Он говорит, давно, 3 дня нет. Да это бред! Зачем врать, я не понимаю? Вы считаете, что детям в детском доме будет лучше, чем Да, у них? Почему? Да. Ну, так как я жила сама в детском доме с 2 лет, я знаю условия. Всегда накормлены, всегда одеты, чистое постельное белье, всегда все выглажено, выстирано, всегда под присмотром. То есть ночные нянечки, дневные нянечки, всегда учеба отслеживается. На время учебы забирается телефон, и с ними занимаются воспитатели. Давайте посмотрим на экран, а потом вы нам прокомментируете. Аню я знаю давно, еще со школы. Разгульная девочка была, гуляла много. Детей у нее забрали, мне кажется, потому что она оставляла их одних часто. Выпивала, устраивала посиделки дома до полуночи. Как она как мать? Вот как она как мать, если у нее забрали детей? Во-первых, она за ними их не воспитывала. Ну и дети, одним словом, они у нее также бегают. Она вот пьет, а им дает там копейки, деньги. Они купят этих сухариков 19 рублей. Знаете, вот там. Одно время она их вообще не выпускала. Я ее все ругала. Аня, что ты делаешь? Им надо дышать. Они маленькие, они растут. Они же в садик никогда не ходили. Она поводила маленечко чуть-чуть в садике. Все. Зайти в квартиру к ней, и все понятно будет, можно возвращать детей или нет. Тараканы-то что? Да клопы были. Куда в такие? Если у них там не на чем даже сидеть, то как вообще детям делать элементарно даже домашнюю работу приходить? На чем? Вечером их надо спать уложить, их надо всех намыть. Я вообще не знаю, там есть у них там полотенце, просто не постельное. Но если не на чем сидеть, так зачем и постельное, в принципе? Дети вечно бегают, кричат, визжат. К ним летом 2 раза милиция приезжала. Полиция, да, приезжала. Когда ночь, тишина, так там снизу доверху по стояку слышно, чем они там занимаются. Джем Махеев приготовлен из кусочков ягод и фруктов. Он помогает делать мои блюда по-настоящему изысканными. Джем Махеев 100% натуральный. У вас были проблемы с наркотиками? У меня не было проблем с наркотиками. Вы употребляли? Я употребляла. Были проблемы с наркотиками, Я с не алкоголем употребляла. были. Я ж не употребляла, не сидела на какой-то наркоте какое-то время. все равно ты употребляла. Потом ты, все-таки мы с тобой поговорили, и ты решила это все, потому что ты поняла, что ты сейчас уйдешь на дно, и ты действительно их не вернешь. Ага. Скажите, Настя, пожалуйста, а у вас дети есть? Есть ребенок. Ребенок есть. Мальчик. Но у вас в семье все хорошо? Все хорошо. Вы ведь не одна живете? Нет. У вас есть муж, кто он, сожитель? Да, сожитель. Сожитель. И он тоже на вашей же позиции, то есть он хочет помочь? Да. Ну, давайте у Валерия спросим, чем он хочет помочь и чем уже помогает. Валерий, идите к нам. Здравствуйте. Я считаю, что ей надо помочь, они хорошие родители, вы как все на нее напали. Они это кто? Кто они? Анна и Сергей. Она вот хочет разводиться с Сергеем. Но это ее право. Мне, собственно, я сюда приехал не из-за их отношений, а именно из-за детей. А из-за детей вы приехали, чтобы их вернули? Чтобы им помогли, да, их вернули. Куда? Вот туда? Эту квартиру не восстановить, потому что мы одни там не соседи можем. маргиналы. Ну о чем можно говорить? И что? Это, там вытравишь тараканов, через месяц это же все появится еще хуже будет. Все прибегут сюда, где ничего нет. От С других кого? квартир. У них снизу хорошие соседи, сверху. Да у вас половина квартир глухие. Упаси Бог от таких помощников, как вы. Потому что вместо того, чтобы сказать ей «да, дорогая», ты уже на дне. Ты пробила дно уже давно. Какие тебе дети сейчас? Иди лечись. Вы что говорите? Да все у них нормально, хорошие родители. Что? Им только помочь надо квартиру сделать, и все. Да не помочь квартиру сделать, а с этими решить проблему с этими тараканами и клопами. Все. Чего вы прицепились к этим тараканам? Тараканы у нее в голове. Я так понимаю, что в тот момент, когда детей забирали, они находились с кем? С дядей. С вашим отцом. С ее отцом, да. Мы
очень хотели, чтобы он приехал на программу, но он категорически отказывался. Миллион причин у него было, чтобы не приехать. Тогда мы с ним встретились, выяснили, в чем дело. Давайте посмотрим. Детей забрали в августе, когда я с ними был дома. Кто-то из соседей вызвал полицию, что маленькие дети, они одни в квартире. Вот полиция приехала с таким. Я говорю, ну как это одни? Вот я с ними, я как бы дедушка, ну они мои внучатые племянники. Составили протокол, что дети не одни. И уехали. Буквально, может, перед обедом приехала уже опека. И в финале начали собирать детей. Ну, дети были, конечно, в состоянии таком, что в шоке они были, что их забирают. Сначала один ушел в комнату, плакал, да, старший. А потом, так вроде нет. Для меня условия, в которых проживали дети, для меня это ненормально. Бардак в квартире. Во-первых, дом такой, что там эти тараканы. Это не у них, это везде эти тараканы. Ну да, выпивает она. С подружками часто очень встречается. Будем так говорить. Может уехать, да, приехать там через день, да, через два. Ну, я бы, например, Ане бы денег не дал бы в руки. Конечно, наверное, немного на себя потратит. Что-то где-то пойдет опять же в те же гости. Там опять начнется, какие-нибудь там гуляночки. Там. Ну, безответственное, можно сказать. Ей все кажется, что это все должно само собой, может быть, случиться как-то. Безответственный человек. Честно говоря, я поразился, когда сейчас приехала, я просто давно не было меня, что она такой стала ленивой. Если она не изменится, ей детей возвращать не нужно. Зачем ей детей возвращать? Я не понимаю. Она сама не вывезет их. Как она вывезет детей 5? Как она может вывезти? Вы что, не понимаете, что ли? А для вас сюрприз, скажите, Надя, что ваш папа говорит? Нет. Нет. Не сюрприз. Он правильно говорит, что... Она одна не вывезет. Что она, да, тут просто устроиться на работу, ладно, она устроится. Да, хорошо. Нет, просто тут именно с квартирой. Хорошо, куда их забирать? Я понимаю, их нет, в этот бомжатник. Их не забрать, я все понимаю. Послушайте меня, она должна сидеть на заднице ровно, как она и сидит до сих пор. Подождите. Сидеть. Мы должны каким-то чудом, истребовать ей квартиру. А она, кстати, даже научилась... Никогда! Ей дали материнский капитал, который она пробухала. Какая квартира? Вы все реально издеваетесь, что ли? Я представляю, сколько людей сидит по ту сторону экрана, живя в пятером, десятером в маленькой комнате, на чистоте и порядке, и думают, какого черта ей вообще что-то надо делать? Она обязана государству материнский капитал вернуть. Конечно. Нормально, что ли? Что мы-то, я не понимаю, я пытаюсь как-то помочь. Я с тобой да слышишь, я бы их сама забрала. Но вот мы с ним как-то лучше хочется, потому что им там нехорошо. Я тебе сейчас что-то им дома хорошо. Мы обратились в органы опеки, со специалистом поговорили. Сейчас послушаем, потому что там есть интересные подробности. Какая именно фамилия вас интересует? Поткина Анна. Было сообщение о том, что не все так хорошо. У нее же забрали детей, да, я так понимаю? Подождите, детей не забрали. Это горе-мамочка, она ушла за хлебушком и пропала на 3 дня. В это время тот, кто был с детьми, чужой человек, обратился в полицию. Полиция выехала и поместила детей в больницу. Просто потом, когда мама объявилась, ей необходимо было убраться в квартире, вывести грязь, все привести в порядок. И она поместила детей по своему заявлению в учреждение социальной защиты на определенный срок, после которого она просто должна прийти и забрать детей, до этого показав свое чистое помещение, уборку. Дети вообще в опасности находились в этой семье? Я считаю, что в опасности. Вы хоть поняли, кто вызвал полицию? Тот, кто сидел с детьми. Тот, кто устал с ними сидеть. А кто сидел с детьми? Не сидел Слава. Здесь Слава. Для меня, конечно, явилось абсолютным шоком, что детей опека забрала не принудительно, а по заявлению матери. То есть ей даже для того, чтобы обратно забрать детей, не надо брать справку от нарколога на данный момент. Единственное условие – привести жилье в порядок. Она не сделала даже этого. Я в шоке, Ань, честно говоря, от вас. Я написала, потому что мне сказали, что мне так и так не дадут детей. Как получается? Они хотели сделать лучше для вас, чтобы вам не нужно было мотаться по тем же наркологам. Просто убраться. Я сейчас обращаюсь к специалисту опеки, который очень внятно все нам объяснила. И совершенно справедливо они детей забрали. Абсолютно. Сообщите нам, пожалуйста, когда будет инициировано или уже инициировано дело об ограничении и лишении родительских прав. Я полагаю, что до сих пор вы действовали очень грамотно и в интересах детей. Не останавливайтесь на этом пути, пожалуйста. Анна, смотрите, пьяница-мать – это все-таки горе в семье. А учитывая
и употребление наркотических веществ. Учитывая мужика, пьющего, до кучи тараканов, масштабы горя, они, конечно, изменяются. То, что вы не прекратите употреблять, это очевидно. Вы вернетесь обратно к себе домой. Что вы будете делать? Тараканов выводить? Вряд ли. У вас будет очередной стресс только уже после этой передачи. Что вы будете делать с этим стрессом? Вы будете этот стресс либо запивать, либо еще что-то употреблять, чтобы вам на какое-то время стало полегче. И тогда вопрос: вам дети для чего? Вы чему их сможете научить? Пить и не закусывая? Меня позвали на эту передачу, чтобы вам помочь. Я специально отменила сегодня прием, чтобы приехать и предложить вам бесплатную помощь в клинике. Это не будет укол или волшебная таблетка. Это будет процесс и лечения, и реабилитации, который, да, займет время. Но у вас сейчас этого времени достаточно. Хотите другой жизни? Поднимайтесь и пойдемте со мной. Их надо домой забрать. Я согласна. Пойдете? Да. Пойдете лечиться? Да. Вы понимаете, что это прямо сейчас, после программы, сразу? Пока ты лечишься, мы все сделаем. Попробуем сделать квартиру, восстановить все остальное. Ань, не переживай, все хорошо будет. Они будут дома. Они сами хотят домой, они не хотят там находиться. Но они хотят домой, а не в этот свинарник. Они хотят, домой. Мы сделаем все, Ань. Дети очень любят тосты. С джемом? А в джеме Махеев очень много кусочков фруктов и ягод. Джемы Махеев. Делают тосты вкуснее. Ань, я честно вам говорю, шанс у вас действительно последний. Лично я к вам никакого чувства, ни сострадания, ни жалости не испытываю. Хорошо, что есть такие люди, как Екатерина, которые вам помочь. Я надеюсь, что вы ее доверие к вам и веру в вас оправдаете. Потому что такие шансы реально раз в жизни выпадают. Здравствуйте. Сейчас наша задача очистить ваш организм, восстановить то, что успели нарушить алкогольный наркотик. После этого ехать в реабилитационный центр. Лечение – это достаточно долгий путь, который вам предстоит пройти. Спасибо, да, госпитализация. Анна Алексеевна, это палата ваша. Сейчас пойдет медсестра, возьмет анализы, обходы ежедневные, беседы с лечащим врачом. Как ваш настрой? Настрой боевой. Слушайте вас. Отлично. Тюрьма, больница, смерть? Я помню, эти слова. Моя цель – вы вылечиться и забрать детей. Я только ради детей здесь. А сейчас проект «Помощь детям России», который мы делаем совместно с Народным фронтом. Это Лена Афонская из Макеевки. Уже год она прикована к инвалидной коляске. Благодаря Народному фронту Лена проходила реабилитацию в Подмосковье. Там я с ней познакомилась. Можно ли к вам? Здравствуйте. Это все вам. Спасибо огромное. И это для хорошего настроения. Спасибо. Лен, ну как ты себя чувствуешь, расскажи? Потому что я смотрю, зашла улыбка такая роскошная просто. Спасибо. Ты с января, да, месяца проходишь всю реабилитацию, да, расскажи. 5 января мы вот попали в ДТП с братом. 1,5 месяца мы просто лежали. Брат находился в коме 3 недели. У меня травма головного мозга была, и ноги не работают, они не чувствуют. Когда у тебя идет какое-то ограничение твоей повседневной жизни, это капец как ломает тебя. Всю эту ситуацию рассматриваю как просто момент для передохнуть. Не работает хорошо, будем работать над тем, чтобы я заново начала ходить.
Очень тяжело, да, Леночка? Да. Лена, мы все за тебя. Страшнее всего за брата, наверное, было. Я не была готова, что так быстро с ним расстаться. Января 2023 года Лена вместе со своим младшим братом Толей возвращалась домой из Москвы. Новогодние каникулы в столице были давней мечтой ребят, но обернулись для семьи настоящим кошмаром. Добрый день, проходите. Добрый Народный день. фронт, наши спасители. Ребят, честное слово, просто материнский земной поклон. Спасибо, ребят. Проходите, вот они. Здравствуйте, Полина. Андрей. Очень приятно. Андрей? Толя, очень приятно. Леночка, ну, с тобой мы знакомы. Здравствуйте. Привет. Анна, сразу хочу сказать, что я под впечатлением от вашей дочери. То есть руки она складывать не собирается. Никогда не думала, что это может случиться. Как это было для вас? Вот ребята уехали в Москву на праздники. Что происходило дальше? Где-то в начале 8 утра звонок, номер неопознанный. Ну, ответили по телефону, мужчина, мужской голос, что врач, я услышала. Ваш ребенок, девочка, у нас. Ребенок в сознании, но только проблемы с ногами. Она их не чувствует. Говорю, как? А у нее сразу, а где Тоник? Вы о ком? Говорю, она ехала с братом. Я очнулась под креслом со сложенными ногами. Я увидела брата. Он был... Это было ужасное зрелище. Он сидел с сжатыми зубами и весь в крови. Ничего не помню. Я спал. Я спал. Мы когда ехали, и бабам авария. Какие были прогнозы, что врачи говорили? Крепитесь, держитесь, ребенок стабильный, но тяжелый. То есть менялись только фразы местами. Либо стабильный, тяжелый, либо тяжелый, но стабильный. Вот шрамы. Тут через вот так голову он идет. Сзади 2 шрама. Вот здесь. У Толика, получается, из того, что говорили врачи, голова превратилась в большой воздушный шар. То есть его зажало железными пластинами с заднего сиденья маршрутки. Война на фоне того, что я услышала, это просто лепет показался. Просто лепет. У меня вот остался шрам из-за того, что из-за трахеостомы, трубки, я типа не дышал сам. У меня был ушиб сердца. У меня было 15% шансов на всего лишь на то, что я выживу. Для меня это урок жизни. Бывает, выхожу перед домом на площадку и подтягиваюсь на вот таких вот турниках самодельных. Раньше мог больше, но после больницы тяжковато немножко. Толя уже научился заново есть и ходить. Больше всего на свете он мечтает вернуться к любимым тренировкам, а пока помогает восстановиться своей сестре. Когда я был в коме, мне рассказывали, что все молились за меня. Я легко отделался. А Лену мы на ноги поставим. Андрей! Братья у меня спортсмены, поэтому кому как ним помогать мне с реабилитацией. Давай. Она стоит, она на ноги берет упор, она стоит. Хоть и чуть-чуть стоит она, но это уже прогресс. Ребята, принимайте, держите и доставайте, раскрывайте. Книги, целая стопка. Пылесос. Спасибо. Это от всей страны. Можно пятюшку дать? Еще пятюшку? Да. Давай, Спасибо. хорошо. А так, меня пугает этот замах. Если вы кого-то знаете, кто нуждается в такой помощи, или сами готовы эту помощь оказать, пожалуйста, обращайтесь к нам в редакцию. Тихо, тихо, тихо. Ой, тихо, тихо, тихо. Перестал ходить, а стал ползать на попе, потому что у него, наверное, все атрофировалось. Куда он так стремительно ползет? Он стремительно на своей попке чекушку брать. Здравствуйте. Ну, слава богу, ходит.
Двигательная функция там не нарушена, у него что-то с координацией. А Алла лежачая? Да. Вы с ней вдвоем бухали. Потом у нее микроинсульт случился. Да. Вас это не остановило, вы продолжили бухать, она слегла. Почему мама оставила дом тети-то? Ты такой безнадежный стал. Это что ж такое, а? Вы маму били? Нет, никогда. Об стенку головой. В грудь ударил один раз ногой. У вас в семье есть еще один Юрий Савенков, а вы не общаетесь с ним? Нет, он ко мне не заезжает. А до нас доехал. Давайте его и позовем.